Когда молодая журналистка Элина Волкова вошла в здание крупнейшей медиакорпорации страны, никто не мог предположить, что ее резюме — тщательно сплетенная ложь. А цель ее прихода — разоблачить человека, который 10 лет назад разрушил ее семью. Лифт взмывал вверх к 23-му этажу, где располагался кабинет главного редактора. Элина смотрела на свое отражение в зеркальных дверях. 28 лет, строгий костюм, волосы собраны в тугой узел. Ничто не выдавало бури, бушующей внутри. 10 лет подготовки свелись к этому моменту. Секретарша, женщина средних лет с усталыми глазами, едва взглянула на нее. «Виктор Павлович вас ждет. Заходите». Элина толкнула массивную дверь. Кабинет поражал роскошью. Панорамные окна, кожаная мебель, стены, увешанные наградами и фотографиями с влиятельными людьми. За столом восседал Виктор Соболев, человек, чье имя вызывало трепет у всех журналистов страны. Человек, уничтоживший ее отца. Элина Волкова. Голос Соболева был глубоким, властным. Он не поднимался навстречу, демонстрируя свое превосходство. Впечатляющее портфолио. Хотя вы молоды для таких достижений. «Я умею добиваться целей», — ответила Элина, держа голос ровным. Она положила перед ним папку с поддельными рекомендациями, плод работы хакера, которого она нашла через темные форумы. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Соболев листал документы. Его глаза скользили по строчкам. «Вы хотите работать в отделе расследований?» «Амбициозно». Он откинулся на спинку кресла. «Что привело вас в журналистику?» Элина заставила себя улыбнуться. Вера в силу правды. В то, что любое преступление должно быть раскрыто. Нечто мелькнуло в глазах Соболева. Интерес? Насмешка? Невозможно было понять. «Правда — опасная валюта», — произнес он медленно. «Иногда она разрушает больше, чем созидает. Но без нее мы просто слепые», — парировала Элина. Соболев усмехнулся. «Идеализм освежает». Он закрыл папку. «Хорошо, Волкова. 2 недели испытательного срока. Покажите, на что способны». Выходя из кабинета, Элина чувствовала, как колотится сердце. Первый шаг сделан. Она внутри системы, которую создал этот человек. Системы лжи, манипуляций и молчания. Но она пришла сюда не для карьеры. Она пришла за правдой. Редакция гудела, как улей. Журналисты метались между столами, кричали в телефоны, стучали по клавиатурам. Элина получила рабочее место в углу, рядом с окном. Новенькая. К ней подошел мужчина лет 40, с добрыми глазами за очками. «Денис Крылов, ваш напарник. Добро пожаловать в сумасшедший дом». Элина пожала протянутую руку. «Элина. Надеюсь, справлюсь». «Соболев съедает новичков на завтрак», — предупредил Денис, понижая голос. «Но если выживешь первый месяц, станешь частью команды». «А вы долго здесь?» — спросила она, делая вид, что разбирает бумаги. 15 лет. Вздохнул Денис. Видел многое. Слишком многое. В его голосе прозвучала странная печаль. Элина решила не торопиться с расспросами. Ей нужно было влиться, стать незаметной, изучить внутренние механизмы компании, найти союзников и, главное, найти доказательства. Ее отец, Максим Волков, был знаменитым журналистом-расследователем. 10 лет назад
Он вел материал о коррупции в высших эшелонах власти. Материал, который мог потрясти страну. Но за неделю до публикации его нашли мертвым в собственной квартире. Официальная версия — самоубийство. 18-летняя Элина не поверила ни на секунду. Отец никогда не сдавался. Он был ее героем, человеком, научившим ее бороться за правду. И последнее, что он сказал ей по телефону в тот вечер: «Элина, если со мной что-то случится, знай. Соболев знает все. Он — часть системы». Потом линия оборвалась. Следующие годы Элина посвятила расследованию. Она изучала каждую деталь смерти отца, искала свидетелей, собирала улики. Закончила журфак с красным дипломом, работала в мелких изданиях, оттачивая навыки. Все это время она готовилась. И вот теперь она здесь, в логове зверя. Первые дни прошли в суете мелких заданий. Элина писала короткие заметки, проверяла факты для других журналистов, носила кофе редакторам. Она играла роль усердной новичка, жаждущей признания. Но по ночам, когда офис пустел, она оставалась. Изучала архивы, копалась в старых материалах, искала следы расследования отца. «Ты часто задерживаешься», — голос заставил ее вздрогнуть. Соболев стоял в дверях ее кабинета. Было далеко за полночь. «Изучаю старые дела», — быстро ответила Элина. «Хочу понять, как работают настоящие журналисты». Он вошел, остановился у ее стола. Его взгляд упал на открытую папку. Материалы десятилетней давности. «Интересуешься прошлым?» В его голосе прозвучала насмешка. «Прошлое лучше не трогать. Оно имеет свойство кусаться». Элина встретила его взгляд. «Но разве не из прошлого мы извлекаем уроки?» Соболев долго смотрел на нее. Потом развернулся и направился к выходу. У двери остановился. «Будь осторожна, Волкова. Любопытство иногда убивает не только кошек». Когда его шаги стихли, Элина позволила себе выдохнуть. Руки дрожали. Он что-то подозревает. Прорыв случился через 3 недели. Элина работала допоздна, когда в редакцию вошел мужчина. Грузный, с проседью в висках, он двигался неуверенно, словно каждый шаг давался с трудом. «Вы Элина Волкова?» — спросил он тихо. «Да». «А вы?» «Петров. Сергей Петров». Он огляделся, словно боясь, что кто-то подслушивает. «Я работал здесь раньше, был коллегой вашего отца». Элина замерла. Кровь ударила в виски. «Вы знали Максима Волкова?» Петров кивнул. «Мы вместе вели то расследование. То самое». Он сел, тяжело опустившись на стул. «Я знал, что рано или поздно вы придете сюда». «Расскажите». Элина наклонилась ближе. «Расскажите все». Петров достал из кармана мятый конверт. «Ваш отец был близок к разоблачению крупнейшей коррупционной схемы. В ней участвовали политики, бизнесмены, судьи. Схема работала годами. Миллиарды уходили в тень. И Соболев? Соболев был связующим звеном. Голос Петрова дрожал. Он контролировал информационное поле, убирал неудобные публикации, шантажировал журналистов. Ваш отец собрал доказательства. Имена, документы, записи разговоров. Элина чувствовала, как внутри все сжимается. Что случилось? За 2 дня до публикации Соболев пришел к вашему отцу. Предложил сделку, молчание в обмен на жизнь. Максим отказался. Петров закрыл глаза. А на следующий день его не стало. «Это было убийство», — произнесла Элина.
Не вопрос. Утверждение. Да, но доказать невозможно. Слишком много влиятельных людей заинтересованы в том, чтобы правда осталась погребенной. А вы? Почему молчали? Петров открыл глаза. В них читалась боль. У меня семья. 2 детей. После смерти Максима мне дали понять. Следующим буду я. Я испугался. Предал память друга и сбежал. Элина молчала. Гнев боролся с пониманием. «Но теперь дети выросли», — продолжал Петров. «И я устал прятаться. Вот». Он протянул ей конверт. «Здесь копии части материалов вашего отца. Не все, но достаточно, чтобы начать». Элина взяла конверт дрожащими руками. «Спасибо», — прошептала она. «Будьте осторожны». Петров поднялся. Соболев опасен. Он не остановится ни перед чем. Когда он ушел, Элина открыла конверт. Внутри лежали ксерокопии банковских документов, переписка, фотографии. Головоломка начала складываться. Но этого было недостаточно. Ей нужны были оригиналы. И она знала, где они находятся. Соболев начал проверять ее. Элина чувствовала это всем телом. Ей давали сложные задания с невыполнимыми дедлайнами, отправляли на опасные встречи, критиковали каждую статью, ища малейшие ошибки. Но она держалась, работала до изнеможения, доказывая свою ценность. А ночами продолжала копать. Она узнала, что личный архив Соболева находится в его загородном доме. Там хранились самые компрометирующие материалы, страховка на случай, если его партнеры решат избавиться от него. Получить доступ казалось невозможным. Дом охранялся, сигнализация, камеры. Но у Элины был план. «Виктор Павлович!» Она вошла в его кабинет через 2 месяца работы. «Я хочу написать большой материал. О вас. О вашем пути к вершине». Соболев поднял взгляд от документов. «Обо мне? Вы легенда журналистики». Элина говорила с восхищением, которого не чувствовала. «Ваша история вдохновит молодых журналистов». Он изучал ее лицо, пытаясь найти подвох. «Интересная идея», — медленно произнес он. «Но зачем тебе это?» «Хочу доказать, что достойно работать здесь». Соболев откинулся на спинку кресла. «Хорошо. Пишешь материал, получаешь постоянный контракт». Элина кивнула, скрывая торжество. Теперь у нее был доступ к нему, его дому, его жизни. Следующей неделе она проводила с Соболевым, записывая интервью. Он рассказывал о своей карьере, достижениях, философии журналистики. Говорил красиво, убедительно. Лгал в каждом слове. Элина слушала, делала заметки, задавала вопросы. Играла роль восхищенной ученицы и ждала своего шанса. Он представился однажды вечером. «Элина, поедем ко мне», — предложил Соболев после очередного интервью. «Покажу свой архив. Там интересные материалы для твоей статьи». Сердце забилось чаще. Это оно. Приглашение, которого она ждала. «С удовольствием», — ответила она. Дом Соболева впечатлял. Огромный особняк за высоким забором, окруженный лесом. Внутри роскошь и безвкусица, дорогая мебель, картины, статуи. Все кричало о деньгах и власти. Архив на 2 этаже. Соболев вел ее по широкой лестнице. Работы целой жизни. Комната была заставлена стеллажами с папками, дисками, коробками. Элина окинула взглядом помещение,
отмечая расположение, систему хранения. Где-то здесь доказательства. «Впечатляет», — сказала она вслух. «Каждый документ — история». Соболев достал несколько папок. Люди думают, что журналистика о правде. На самом деле она о контроле информации. Кто контролирует информацию, контролирует мир. Элина слушала, записывала, а сама запоминала каждую деталь комнаты. Возвращение домой заняло час. Всю дорогу Элина обдумывала план. Попасть в дом незаметно невозможно, но есть другой способ. На следующий день она пришла к Денису Крылову. «Мне нужна помощь», — сказала она прямо. Денис поднял взгляд. «Какая?» «Соболев. Я знаю, что он скрывает. Знаю, что он сделал». Элина говорила тихо, но твердо. «И мне нужны доказательства из его архива». Денис побледнел. «Ты с ума сошла? Он уничтожит тебя». «Мой отец был Максим Волков». Денис замер. Секунды тянулись, как часы. «Боже», — прошептал он наконец, — «ты его дочь». «Да. И я закончу то, что он начал». Денис встал, прошелся по кабинету. Потом остановился. «Я помогу. У меня есть доступ к системе безопасности. Могу отключить камеры на 10 минут». «Этого достаточно». Элина почувствовала волну благодарности. «Спасибо». «Твой отец был хорошим человеком», — тихо сказал Денис. «Пора восстановить справедливость». План был прост и безумен одновременно. Элина вернулась в дом Соболева под предлогом забытого диктофона. Денис отключил камеры ровно в полночь. У нее было 10 минут. Охранник на входе узнал ее, пропустил без вопросов. Соболева не было. Он уехал на важную встречу. Идеальное время. Элина поднялась на второй этаж. Сердце билось так громко, что казалось, его слышно по всему дому. Руки дрожали, когда она открывала дверь архива. Стеллажи возвышались в полумраке. Луч фонарика выхватывал надписи на папках. Даты, названия дел, имена. Она искала одно имя. Максим Волков. Нашла через 5 минут. Толстая папка в дальнем углу, словно спрятанная от посторонних глаз. Элина открыла ее дрожащими руками. Фотографии отца. Документы. Записи телефонных разговоров. И письмо, написанное рукой Соболева. Максим Волков представляет угрозу. Необходимо принять меры. Слезы застилали глаза, но Элина заставила себя сосредоточиться. Она достала миниатюрную камеру и начала фотографировать каждую страницу. Время летело. 7 минут. 8. Внезапно внизу хлопнула дверь. Элина замерла. Шаги. Кто-то вошел в дом. Быстро сложив документы обратно, она выскользнула из архива. Спускаться по лестнице было слишком рискованно. Она проскользнула в соседнюю комнату, прижалась к стене. Шаги приближались, поднимались по лестнице. Потом голос Соболева. «Проверь второй этаж». Элина оглядела комнату. Балкон. Единственный выход. Она бесшумно открыла дверь, выскользнула наружу. Холодный ночной воздух обжег лицо. Дерево росло близко к дому. Элина перелезла через перила, ухватилась за ветку. Прыжок, царапины, падение в кусты. Боль пронзила лодыжку, но она заставила себя встать. Хромая, побежала к забору, перелезла, упала на другой стороне. Позади раздались крики. Включился прожектор, озаряя территорию. Но Элина уже исчезла в ночи. На следующий день она не пришла на работу. Заперлась дома, изучая сфотографированные документы. Доказательства были железными. Соболев не просто знал о готовящемся убийстве отца. Он организовал его. Нанял людей. Подкупил полицию. Сфабриковал самоубийство. Все это было записано в документах, собранных как страховка. Элина связалась с независимыми журналистами, с теми, кто не боялся противостоять системе. Передала им копии материалов, а сама написала статью. Длинную, подробную, беспощадную историю о коррупции, убийстве, лжи, о человеке, превратившем журналистику в орудие манипуляций.
Она отправила материал в 10 различных изданий одновременно. И ждала. Взрыв произошел через 2 дня. Статья появилась везде. Крупные издания подхватили тему. Началось официальное расследование. Документы, предоставленные Элиной, не оставляли сомнений. Соболев пытался отрицать. Называл это клеветой. Угрожал судами. Но система, которую он создал, начала рушиться. Свидетели, годами молчавшие из страха, заговорили. Всплыли новые факты, новые преступления. Через неделю Соболева арестовали. И Элина стояла у окна своей квартиры, наблюдая за новостями по телевизору. Камеры показывали, как его ведут в наручниках. Лицо, когда-то излучавшее уверенность, теперь осунулось, постарело. Она не чувствовала торжества, только пустоту. Месть свершилась. Справедливость восторжествовала. Но отец не вернется. Эпилог. Новое начало. Могила отца выглядела умиротворенной в лучах утреннего солнца. Элина положила букет белых роз на холодный камень. «Папа!» — прошептала она. «Я сделала это. Все закончено». Ветер шелестел листвой, словно отвечая. Рядом остановился Денис Крылов. Он молча встал рядом, положил руку ей на плечо. «Твой отец гордился бы тобой», — сказал он тихо. Элина кивнула, не в силах говорить. Они постояли в тишине. Потом медленно пошли к выходу. Впереди ждала новая жизнь. Элина получила предложение от ведущих изданий. Ее имя стало символом борьбы за правду. Но она решила создать свое независимое издание. Место, где журналисты могли писать правду без страха. Где память отца жила бы в каждой статье, в каждом расследовании. Она назвала его «Голос правды». Первая статья была посвящена Максиму Волкову, журналисту, отдавшему жизнь за то, во что верил. Элина села за стол, открыла ноутбук. Пальцы зависли над клавиатурой. Потом она начала печатать. Новая история, новое расследование, новая борьба. Потому что правда никогда не спит. И пока есть те, кто готов за нее сражаться, надежда остается. Дорогие друзья, история Элины Волковой показала нам, что справедливость, хоть и запаздывает, но всегда находит свой путь. Но подумайте, стоило ли 10 лет жизни этой мести? Или есть другие способы исцелить раны прошлого? Если эта история тронула ваше сердце, поставьте лайк и поделитесь ею с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Желаем вам мудрости в выборе своего пути и сил противостоять несправедливости. До встречи в следующих историях. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.